В российском фигурном катании разгорелся громкий скандал. Елизавета Нугуманова обвинила своего тренера Евгения Рукавицына в регулярных унижениях. По словам Елизаветы, 45-летний специалист, а также другие тренеры из его группы на протяжении всего последнего сезона уверяли 19-летнюю петербурженку, что та толстая и у нее ничего не получится. Нугуманова терпела буллинг до мая и уже уйдя в отпуск, решила рассказать все как было в интервью Матч ТВ. Елизавета Нугуманова никогда звезд с неба не хватало. Она довольно симпатичная фигуристка, активно ведет социальные сети. В условном списке ее нет больших побед. 17, 14 и 6 места на чемпионатах России. Одно попадание на этап Гран-при, отдельные призовые места на этапах Кубка России, бронза на челлендже Варшава Кап в сезоне 19-20 и определенные успехи по юниорам. До поездок на чемпионаты Европы или мира не доходило. По словам Нугумановой, Рукавицын и Ко занимались настоящим вредительством. Это когда у тебя есть возможность отправить фигуристку на какой-то турнир, но ты этого не делаешь. Именно так произошло в минувшем сезоне, когда зашла речь о финале Кубка России 2021. Рукавицын просто не отправил заявку в школу, чтобы уже там сформировали заявку на участие Елизаветы в финале Кубка России. От этого старта зависело, сумеет ли фигуристка попасть в резервный состав сборной России на следующий сезон. Не поехала, не попала. Или вот другая ситуация. Елизавете изначально сказали, что она не будет участвовать в контрольных прокатах сборной перед стартом сезона, но за 4 дня до них заявили, что Нугуманова едет, без полноценной подготовки, без накатанных программ. Естественно, провал. Зато он прекрасно вписывался в картину, которую рисовали общественности Рукавицын и Ко. Нугуманова слабая фигуристка, из нее больше ничего не выжить. Сборной на нее рассчитывать не стоит. На сборах перед минувшим сезоном всех фигуристов селили в одиночные номера. И только Нугуманову в номер с другой девочкой. Не проблема, если бы у них были разные графики тренировок. Но когда более юная спортсменка вставала к 6 утра, а Нугумановой надо было к 11, естественно, ни о каком полноценном отдыхе речи быть не могло. По словам Елизаветы, подтачивать уверенность фигуристки к себе начали еще прошлым летом. Доходило даже до таких мелочей, как исчезновение фотографии спортсменки со стенда лучших учеников Академии, где та висела в компании Дмитрия Алиева и Андрея Мазалева. Еще один штрих об изменившемся отношении Рукавицына к Нугумановой – это весь прошлый сезон спортсменка по сути тренировалась в одиночку. Ее изолировали от основной группы, отправив в младшую, где она занималась на льду вместе с маленькими детьми, которых порой было до 25 человек. Сама Нугуманова об этом рассказала так. Само собой, Дима Алиев – чемпион Европы, Макар Игнатов тоже молодец, Настя Губанова – умница. Но если говорить про сборную, то на тот момент я была с Димой на одном уровне. Мы оба были в резерве. Почему в таком случае одно отправляют кататься с малышами самостоятельно, а другого на старший лед? Рукавицын сказал: ты не заслуживаешь музыку на старшем льду, ты не заслуживаешь тут кататься. И я так решил. Дескать, можешь ходить, а можешь не ходить, призналась Нугуманова Матч ТВ. Только Николай Морошкин помогал спортсменке с дорожками шагов. Ни Рукавицын, ни его помощники не считали нужным довести до ума произвольную программу, которую ей поменяли еще перед контрольными прокатами. В конце сезона запретили вести соцсети, но только ей. На остальных запрет не распространялся. По словам Нугумановой, тренеры пошли и дальше. Валентин Молотов однажды подъехал ко мне и сказал, что если я буду катать программы, он сделает мне подножку, и я уйду на тот свет, рассказала фигуристка. Ей запрещали катать программы под музыку. Удивительно, что Федерация фигурного катания на коньках России еще никак не отреагировала на эти слова. По признаниям Нугумановой, Рукавицын кичился связями и лично угрожал спортсменке, что уберет ее из спорта. По этой причине, вероятно, Елизавета долго молчала и только сейчас решилась рассказать о происходившем в группе. Что же до слов о лишнем весе, то Нугуманова сама признавалась, что прислушивалась к словам тренеров, худела, но результаты от этого лучше не становились. Елизавету Нугуманову поддержала ее бывшая одногруппница Мария Талалайкина. Унижению и буллингу со стороны тренера не должно быть места. Я знаю точно, о чем говорю. Тренер – это самый важный человек в жизни спортсмена, иногда даже важнее родителей. И сейчас мне повезло работать с настоящими профессионалами, написала в социальных сетях Мария Талалайкина. Талалайкина до переезда в Италию тренировалась у Рукавицына. Андрей Мазалев, другой действующий фигурист,
У себя в Телеграм написал, что весь прошлый сезон встречал Нугуманову в слезах и знает ее исключительно как добрую и честную девушку, которая живет фигурным катанием. Видел ее в этом сезоне в коридорах после льда, почти каждый день в слезах, так как мы на одном катке катаемся, часто пересекались. Она мне рассказывала о происходящем. Раньше мы катались на одном льду. Она из тех спортсменок, которые отдаются полностью своей работе и живут фигурным катанием. Хочу пожелать ей искренней удачи, самого хорошего, и чтобы на ее пути встречались только хорошие моменты. Знаю ее хорошо, она добрая и честная, написал Мазалев. История фигуристки вызвала большой общественный резонанс. Катарина Гербальд, которая в свое время выступала и как одиночница, и как парница, отметила, что слова Рукавицына про лишний вес объяснялись лишь тем, что он старался уберечь Нугуманову от травмы. Допустимы ли такие методы работы со стороны тренера, это уж решает сам специалист или спортсмен, который там тренируется. Если фигуристка там тренируется, значит это допустимо и для нее. Большой вес спортсмена ведет к тому, что он может получить травму. Тогда логично, что тренер пытается уберечь спортсмена и старается его простимулировать, чтобы он задумался, что себя нужно привести в форму. Мне кажется, это логично, сказала Гербальд. Более критичной в своих высказываниях оказалась вице-чемпионка мира в одиночном катании Алена Леонова, которая сама тренировалась в группе Рукавицына. Она отметила, что как человек, который сталкивался с проблемой лишнего веса, может сказать, что в этом сезоне Нугуманова была не в своих привычных кондициях. Нормально об этом говорить. В моей карьере такие моменты были не один раз, и я, чтобы как-то изменить ситуацию и прийти в себя, над этим работала. Мой рабочий вес такой-то, нужно к нему стремиться, иначе ничего не будет. Результата не будет. Это спорт высших достижений. Я в принципе не понимаю, почему в таком случае спортсмену нужно жаловаться на рекомендации похудеть, приводит слова Леоновой РИА Новости. Также экс-фигуристка отметила разительную разницу с позапрошлым сезоном, когда у Нугумановой практически все получалось, и тогда претензий к тренерскому штабу у нее никаких не было. Если у Лизы такие мысли, а никто с ней не согласен, и все говорят обратное, может ей стоит задуматься о себе, может что-то в ней не так. Мне кажется, в любой ситуации нужно начинать с себя. Вспомним позапрошлый удачный сезон Лизы. Тогда все были хорошие, замечательные, нравились, все были суперкомандой. А когда соревнования не удались, сразу все стали плохие, тираны, гнобили и оскорбляли. На мой взгляд, это какой-то детский сад, заявила Леонова. Олимпийский чемпион в мужском фигурном катании Алексей Ягудин ситуацию прокомментировал коротко, вспомнив слова своей наставницы Татьяны Тарасовой. Татьяна Анатольевна Тарасова как-то говорила: «Ищи говно в себе». Полностью согласен с ее словами в этой ситуации. Цитирует Ягудина РБК Спорт. Однако история на этом не закончилась. Нугуманова ответила людям, которые раскритиковали ее слова. В том числе она призналась, что ей было неудивительно читать интервью Леоновой, которая работает в группе Рукавицына. Она сказала следующее: «Леонова была от силы раз-два на льду в этом сезоне. Она просто обманывает читателей. Она была беременна, потом родила, семья, ребенок. Сами понимаете, не до работы. Еще раз повторюсь, в этой группе тренеров занимаются травлей спортсменов. Об этом я хотела рассказать в своем интервью», заявила Нугуманова. Также фигуристка сообщила, что у нее есть некоторые факты, которые доказывают, что Рукавицын лично угрожал ей, говоря, что уберет ее из фигурного катания. Хочу отметить, что в скором времени предоставлю помимо слов некоторые факты происходящего со мной в этой группе, где Евгений Владимирович мне лично угрожал, говорил, что уберет меня из спорта, говорил, что у него связи и другие тренеры, которые работали с ним в одной группе, каждый из них выполнял свое задание. Программы я катала без музыки, мне просто не разрешали катать, а я очень хотела. Хотела хорошо выступать, и я понимала, что мне нужно тренироваться. А люди намеренно все это делали. Я просто не знала, кому я так мешаю и что вообще происходит, заявила Нугуманова. Она призналась, что молчала из-за боязни, что ее уберут из фигурного катания, а также призвала других спортсменов не бояться рассказывать о том, что с ними происходит. Бог судья всем этим людям, тем, кто пытается прикрыть преступления взрослых людей. Все очевидно, ничего нового, а всем спортсменам просто совет. Очень хорошо думайте и узнавайте много фактов про тренеров, к которым переходите. Хочется, чтобы спортсмены не боялись рассказывать правду и не молчали. Так как я молчала почти весь сезон. Молчала, потому что боялась самого страшного, что меня уберут. Заберут мою мечту с самого детства. Я всего лишь хотела кататься, заключила фигуристка.